Как всегда, начну с вопроса. Когда вы последний раз были приглашены на свадьбу гостем? Или просто когда вы были последний раз на свадьбе? И вот представьте себе, что вы сейчас на свадьбе, и, конечно, гости знакомятся друг с другом. Есть гости со стороны жениха, со стороны невесты. До этого момента они друг друга не знали. И вот вы знакомитесь, и к вам подходит человек, которого зовут Иисус Христос. Возможно ли такое? Я скажу «да». Я отвечу, потому что об этом написано в Библии, что первое чудо, которое Христос сотворил, именно было на свадьбе. На обычной свадьбе, где люди веселятся, поют песни, танцуют, поздравляют молодых. Вот согласитесь, что мы готовы увидеть Иисуса или представить для себя, скажем, в храме мы видим образа, где изображают или пытаются изобразить Христа. То есть нам легко это увидеть. Мы легко представим или увидим распятого Христа на кресте, Голгофу. Нам легко представить Иисуса серьезного, который говорит о серьезных вещах, где-то на горе. Он проповедует Нагорную проповедь. Нам легко увидеть Христа в синагоге или в иудейском храме, разговаривающим со священниками. Но на свадьбе. Как такое может быть? Но именно мы читаем об этом, что он приглашен был в Кану Галилейскую. И, конечно же, он вместе со всеми радовался, танцевал, улыбался, поздравлял молодых. Давайте сейчас откроем Евангелие от Иоанна и прочитаем этот отрывок из Святого Писания. Евангелие от Иоанна, глава 2. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпнувшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. И эта история нас сегодня научит тоже духовным принципам. Если мы будем им следовать, то обязательно увидим в своей жизни чудо Божье. Итак, Иисус на свадьбе. На этой свадьбе заканчивается вино, и Мария, мать Иисуса, говорит тем, кто прислуживал возле столов, что вот здесь Иисус, и Он решит эту проблему. Вот давайте представим, что мы на свадьбе, и заканчивается вино. Как бы, скажем, родители молодых бы поступили? Давай пойдем к соседям, возьмем в долг это вина, или, скажем, купим у них, или там пойдем в ночной супермаркет. То есть нам свойственно решать задачи логически. Нам нужны деньги, нам надо вино, где мы можем его купить. Но тут Иисус говорит совсем нелогические вещи. Он говорит служителям, которые вот возле были стола, говорят: «Наполните эти каменные водоносы». И чтобы было понятно, что это за каменные, это были такие каменные чаши, вытесанные, с большими углублениями, куда в одну чашу могло вмещаться где-то 100, говорят, 120 литров воды.
Вот эти чаши использовались там по обычаю иудейскому для очищения. Представьте, 6 чаш по 100 или 120 литров воды. Какое количество надо было носить вот им, чтобы наполнить эти чаши. То есть это не 10-минутное занятие, это труд, настоящий труд. Но вот эти служители, они слушают Христа, и написано, мы только что читали, я не буду в текст возвращаться, прочитайте снова дома, Иоанна 2 глава. Они исполнили в точности, что сказал Христос. Они наполнили их доверху. Вот знаете, вода уже выплескивалась наружу. Иисус говорит: теперь возьмите эту воду и отнесите распорядителю пира. И когда тот попробовал, говорит: вот это вино. Он удивился. Это вино в корне отличалось от того, что было подано на первые столы. Оно было такого, знаете, премиум класса. Да? Потому что это вино превратил сам Христос из воды, сделал вино. И вот здесь мы доходим до очень важного принципа, как нам поступать в жизни. И этот принцип находится, духовный закон или принцип, находится в словах матери Иисуса. Что скажет Он вам, то сделайте. Вот иногда в жизненной ситуации так складывается, что логически мы должны поступить вот так. Вот у нас есть опыт житейский, нам что-то люди советуют. И я уверен, когда на свадьбе вино кончилось, тоже у них были свои идеи и свои предложения. Иисус говорит: наполните сосуды водой. Это было непонятно. Это было нелогически. Это было, могли бы сказать, зачем нам вот трудиться впустую? Зачем нам эта вода? Нам надо вино. И вот этот принцип, закон Божий, когда Иисус что-то говорит, и мы это делаем, даже не понимая, вот в доверии, мы верим в это, случается чудо. Получается, что Бог приглашает каждого человека стать участником или соучастником в этом чуде в Божьем. Бог приглашает быть нас не наблюдателями. Многие люди сегодня ждут чудо, вот сидят и наблюдают, когда же это чудо в моей жизни случится. А Бог приглашает вас и говорит: тебе нужно вот это сделать, выполни свою часть. И тогда ты увидишь чудо, потому что я сделаю свою часть. Людям надо было наполнить эти чаны большие, эти каменные чаши водой, 800 литров набрать. А Иисус сделал свое дело. Он превратил в воду прекрасное вино. И еще один очень важный момент. Смотрите, человек тоже может делать хорошее. Есть сегодня хорошие вина, которые стоят, могут стоить $1000 за одну бутылку. Но чтобы сделать такое вино, человеку надо проделать большой труд, и не один год. Сначала он работает в винограднике, сбор урожая, потом это вино специально хранится и так далее, и так далее. Это специальный труд, это годы. И Иисус может сделать то, что нам надо годы, то, что для человека надо годы. Иисус может сделать вот так, в одно мгновение для вас. Конечно же, это не вопрос вина, и вообще это не вопрос алкоголя. Это вопрос того, что вот из чего-то, как вода, где нету вкуса и запаха, Иисус может сделать что-то прекрасное. Вот иногда наша жизнь напоминает, знаете, нет ни вкуса, ни запаха, такая серость. Но Иисус может сделать из вашей жизни что-то очень цветущее, прекрасное, если вы пригласите Его в свою жизнь, если вы будете делать то, что Он вам скажет. Давайте же последуем за Христом и будем учиться не логически поступать, а находить слова Иисуса, которые говорят: сделай это, и ты увидишь, что произойдет. Дорогие друзья, напоминаю, что мы всегда ждем ваши телефонные звонки, поэтому запишите их. Вы увидите сейчас их на телефонные номера на экране, а также присылайте нам свои письма на электронную почту или просто напишите, пришлите свой конверт с письмом. У нас для вас есть христианская литература как подарок. До свидания. Увидимся через неделю.